Здравствуйте, господа. Начинаем сегодняшний вебинар по эзотерике. Эзотерика по пятницам. Вебинар с Андреем Дуйко, 29 ноября, 18:00. Поздравляю вас с наступающими праздниками. У нас идет сейчас праздник Андрея. Это завтра же День Ангела и праздник Николая 6 числа. Мы празднуем праздник Николайчика. Очень любим этот праздник. Мои родители тоже праздновали. Как-то у нас принято это. Я знаю, что не везде во всем мире это празднуют, тем не менее. Вчера был День Благодарения в Америке, с чем я искренне поздравляю всех жителей Соединенных Штатов Америки, которые смотрят сегодня мой семинар. Ну и для всех остальных людей, пусть каждый день будет праздником, и пусть в жизни у каждого человека будет все хорошо. Как известно, эзотерика управляет миром, а индивидуальная эзотерика каждого человека способна изменить судьбу в лучшую сторону и сделать человека счастливым. В этом, собственно, и наша идея нашей школы заключается в том, чтобы построить свой индивидуальный мир, в котором ты будешь абсолютно счастливым человеком. Итак, Любов Власенко. Доброго здоров'я, пане Андрію, дякую. Чи можна витягнути чоловіка з гуни невежества і страти? Чи можливо це сам не бачить, що робить? Всім важко. Щиро дякую за відповідь. Всім любви, миру и добра. Вся особенность вот этого всего заключается в том, что очень часто человек имеет плохое настроение и изменяет характер. И это очень часто является симптомами как раз развивающихся физических заболеваний. Я такое вижу ежедневно и очень часто. Вместо того, чтобы разбираться в этом и смотреть, почему человек там вредный, почему он бурчит, почему у него плохое настроение, почему он там матерится, невежественный и так далее, вы сделаете вот что. Измерьте у него глюкозу, измерьте у него артериальное давление, и вы увидите огромное количество проблем, которые, скорее всего, есть у этого человека. Вероятно, у него что-то болит. Я всегда говорю, если мужчина имеет семью, и если с женщиной они живут хорошо, и если мужчина очень долго вредничает, начните лечить его, определите, в чем проблема его здоровья. У меня была такая ситуация, женщина говорит, мой муж, он абьюзер, над всеми издевается и так далее. И вот он приезжает ко мне в офис, я тогда в Киеве принимал, звали его там, неважно как. Я говорю, давайте мы вам измерим артериальное давление. Он, я абсолютно здоров, я качаюсь, я в спортзал хожу. Я говорю, да я ж ни при чем. Давайте мы измерим ваше артериальное давление. И вот это было где-то начало осени, где-то, может быть, там 5 сентября. Я помню, как раз дети только в школу пошли. Не должно быть, по идее, артериальное давление, еще нет смены погоды. И я говорю, давайте измерим у вас артериальное давление. Нет, я очень здоровый, я собой горжусь, у меня хорошее здоровье. Я говорю, хорошо. И после этого я измеряю у него давление 220 на 160. Я говорю, вы знаете, что у вас... Я говорю, вы как-то это ощущаете? Он говорит, ну, никак не ощущаю, у меня ни головных болей нет, ничего. Вот раздражительность просто. Я говорю, а у вас бывает такое периодически, что болит там предстательная железа? Или у вас есть там боли в пояснице, как бы намекая на почечные, или там за грудиной проекции тела? Или может быть там... трещит грудь, когда вы там выгибаетесь. И вот он мне говорит, да, мне периодически больно, когда там я в туалет хожу, у меня там хроническая диарея, у меня неврозы, я плохо сплю и так далее. Я говорю, вы знаете, что вы находитесь сейчас в зоне риска, то есть пройдет время, и у вас может быть, конечно, если вы не переносите или переносите, никак не ощущаете давление артериальное, то это не значит, что органы мишени могут не пострадать. То есть рано или поздно может произойти процесс разрушения сердца, сосудов или сосудов мозга, и в дальнейшем это все может привести к тяжелым заболеваниям. То есть это лечить в дальнейшем, лечить сейчас гипертонию гораздо легче, чем лечить и производить лечение инсульта с парезом или тетрапарезом. И там целый курс реабилитации, невозможность функционирования, ну и разные процессы могут быть. И, конечно, я говорю, конечно, я говорю ему еще, а вот как вы утром просыпаетесь? Он говорит, я просыпаюсь, у меня всегда плохое настроение, ночью не высыпаюсь. Я говорю, вы не высыпаетесь, потому что, видимо, храпите. Да, я очень храплю. И вот я с женой после этого разговариваю и говорю ей, смотрите, у вас мужчина очень тяжело болен, вы знаете это? Она говорит, чем он тяжело болен? А мне говорит, что он здоров. Так как раз и есть эта женская забота.
Это же и есть женская забота, обратить внимание на то, что рядом с вами находится больной человек. И мы же не понимаем этого. Не понимаем, женщины, они должны рожать. Поэтому у женщин есть такая особенность. Они могут определить, когда она болеет. У женщины, если где-то появилась там пятнышко, трещинка, заболела, она сразу же хочет лечиться. У мужчины этого нет. Трещина заживет рано, там, затянется, знаете, болит, переболит. Там. И я вижу в итоге людей, которые не могут, не обращают, а женщины рядом живут. Ну как ты себя чувствуешь? Хорошо. Да он не понимает, как он себя хорошо чувствует или нехорошо. Он не ощущает этого совершенно. Любите мужчину, обращайте внимание на его здоровье, особенно если он перешел рубеж уже 40-летний. Они потом бурчат, что они бурчат, если в жизни все хорошо? Ну что бурчать человеку? Что думаете, все абсолютно абьюзеры плохие и так далее? Измерьте у него артериальное давление, измерьте у него глюкозу в крови, посмотрите, нет ли ожирения. Начните заботиться о человеке. Вообще, если у вас теплые отношения до этого были, если все было хорошо, если не было, если у вас нет претензий, если есть любовь, то не будет абьюза. Как вообще, чего хотят люди, которые живут друг с другом? Почему появляются претензии? Претензии появляются не из-за того, что у человека претензии. Они появляются, потому что человек любви хочет и внимания. Женщина говорит, как любовь, внимание, если он там рычит все время? Вот так. Он рычит, потому что ему нужна любовь и внимание. Собака скулит, волки воют. Точно так женщина плачет, ей тоже внимание нужно. Кричит вот иногда с претензиями, ей тоже внимание хочется. Все хотят внимания. Все борются за любовь, просто не знают. Сначала они говорят там, погладь меня, погладь, не гладят, не гладят. Потом погладь, потом, да сколько ж можно, ты придурок, задолбал уже. Че он задолбал? Потому что не гладит. А что такое гладить? Это контакт, это любовь, это проявление любви, это теплые слова, это прикоснуться к человеку, погладить на ночь. Повернитесь сегодня ночью к вашему мужчине, который ложится спать, и погладьте ему спину, почешите ему спину, я не знаю, там, погладьте, скажите, ты мой хороший, я тебя люблю, ты мой зайчик. Не ложите между собой им подушки бесконечные, не спите отдельно на кроватях, будьте людьми. Так мы живем сначала, знаете, пока молодые, там, нашли, мужчина нашел женщину, спим друг с другом, каждый день гладим, обожаем, обнимаемся. Потом проходит 10 лет уже, не обожаем, не обнимаемся, отворачиваемся спинами. Потом еще 10 лет проходит, вообще между друг другом кладем подушки там и одеяло. А потом в один момент будете трогать, и не будет там никого рядом с вами лежать. Будете обнимать подушку и плакать. Тогда зачем плакать тогда, если можно сейчас сделать все, как в молодом возрасте, чтобы было? Не забывайте, рядом с вами находится человек, который может по вашему желанию быть для вас другом и по вашему желанию быть для вас врагом. Я уже когда-то такой пример показывал. Какой бы ни была собака, если ее гладишь, говоришь ей хорошие слова, если ее воспитываешь по чуть-чуть, она вырастает доброй, хорошей, даже если это самый страшный питбультерьер с мастифом, там, какой угодно. Если с психикой все хорошо. Если гладить собачку, если ее любить, то она добрая, пушистая и так далее. Но если самую маленькую собаку каждый день ногой пинать, если самую хорошую и красивую собаку орать на нее все время, вытаращивать глаза, там, пихать ногой, не обращать внимания, то она будет злобной. Почему? Она хочет любви. Вообще любое живое существо хочет любви. Представьте, будто вы же живете под одной крышей. В чем ваша миссия? Ваша миссия собирать зарплату и заставлять человека работать? Ну нет же. Миссия каждого человека, находящегося в одной семье, проявлять заботу друг к другу. Но забота не является только делать что-то для кого-то, использовать кого-то. Это еще и теплые слова, это возможность погладить. Гладьте своего раненого человека, даже если он трижды какашка. Нет ничего, как сказал в свое время профессор Преображенский, чем проявление чистой любви к другому живому существу. Поэтому как убрать гуну? Лед, который находится в его сердце, он может быть растоплен. Поэтому вечером, когда вы лежите в одной постели, гладьте его, вашего мужчину, и говорите, что он хороший.
говорите ему хорошие слова, даже если он 1000 раз какашка. Вы таким образом измените человека, его тотально на 100% перевоспитаете. Это такая особенность нас, эзотерических, сильных людей, в том, что мы можем своим подвигом, несмотря на то, что можно, когда можно наорать, промолчим, когда можно плюнуть, потерпим, когда можно ударить, не сделаем этого. Когда можно использовать, не используем. И это называется духовный рост. И в тот момент, когда он бесит, когда он надоел, и когда его ногой хочется пнуть, в этот момент нужно проявить свою любовь. Потому что относитесь к своему мужчине, как будто это ваш еще один ребенок. Относитесь к своей жене, тогда он в дальнейшем станет по-настоящему хорошим и теплым человеком. А уж точно не гуны менять. Гуны надо менять тому человеку, кто не проявляет любовь. Чего он орет? Любви хочет. Просто он не знает, как это сделать. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Я ученица, вопрос не по теме, но ответьте, пожалуйста. У меня панкреатический эластаз-76. Это эластаз-стераза. Очень мало. Да, это очень мало. Скажите, это лечится? Лечится. Что попринимать? Панкрисорб попринимайте. Семинальна и семинальна. Семинальна не заваривая. 1 столовая ложка семинальна на 1 стакан теплой воды. 1 раз в день. Можно дрожжи попринимать, они тоже помогают. Семинальна холодными можно попринимать. Панкреатины можно, крион. Но хорошо очень наш препарат, панкрисорб. Вообще при такой эластазе нужно обращать внимание еще и на инсулин и на глюкозу. Но прежде всего на инсулин. Ну и провести исследование, все-таки определить, что там хронический панкреатит и что вообще с ней происходит, с поджелудочной железой. Она перестала функционировать. Почему? Может, желчь? Елена Смольченко, доброго вечера, учителю. Расскажите про цифры Теслы 3, 6 и 9. То кто вам сказал, что это, с чего это вдруг Тесла забрал себе какие-то особые цифры? 3, 6, 9 і чи треба нам боятися страшних днів темряви в 2025. От ті люди, які говорять вам о днях темряви, ті люди, які вам завжди кажуть, що ось це буде відбуватися, це там жахне, 3 дня темряви, ми всі здохнемо, ми всі захворіємо, земля там отруєна, вода отруєна, лучами нас там фігачать і так далі. Все це терроризм. Давайте условно переведем, что такое терроризм. Терроризм с греческого языка переводится как запугивание. Поэтому, а зачем запугивают? Запугивают, чтобы боялись. Если человек боится, он не может функционировать. То есть, если человека напугать, человек не выходит на улицу, человек не заходит, человек не может работать, человек не может ни о чем думать, человек начинает болеть, и человек становится нефункциональным. То есть у него могли бы быть претензии, он бы мог чего-то добиваться, там, к чему-то стремиться. Напугай его, он садится, ему ничего не хочется, руки опускаются. Почему? Одна из особенностей длительных неврозов заключается в том, что часто неврозы провоцируют неврастению. А неврастения — это упадок сил, когда у человека возникает там стратегическое, нужно принять стратегическое решение или о чем-то думать. Вот у человека появляется невроз, и ему нужно там идти на работу, или нужно что-то делать, нужно возмущаться, нужно где-то писать, а он не может. Он ложится просто и говорит: нет сил, я не знаю, что со мной, я болею, мне плохо, нет сил ни ругаться, ни жить, ни дышать, ни работать, ничего. Но это все, а потом почему это? Ну, потому что там находятся такие люди, которые вытаращенными глазами начинают кричать: вот мне высшие силы сказали, завтра конец света, там земля отравлена, вода отравлена, там солнце отравлено, воздух отравлен, завтра станет жарко и так далее. Не морочьте себе голову, 3 дня темрявы, мы это слышим бесконечно. И о конце света слушаем тоже уже из года в год от разных людей. Это терроризм. Не слушайте, они террористы, те, кто этим занимается. Также по поводу цифр. Вы забыли цифр 9. И какие-то индивидуальные цифры. 3, 6, 9, 7, 5, 3. Это все тотально, абсолютная ерунда. Если в цифрах какая-то магия, есть закономерности. Это закономерности простых чисел. И там есть целые исследования, есть там какие-то вопросы, которые возникают. Но в целом эзотерические
Существует целый ряд наук, которые называются там нумерологические исследования или там зависимость астрологическая от номерного кода человека. Допустим, человек родился там 16-11 там, 1971 года. Если все прибавить, цифра 9. Вот если цифра 9, то это либо какая-то миссия, либо к чему-то, либо какая-то сильная сторона, либо какая-то слабая сторона. Это все называется нумерология. То есть можно там почитать в нумерологии. По поводу того, будет ли что-то или не будет, я вам могу сказать, что в самом начале это шло по принципу развития активного. Сейчас идет уже затухание, и я так думаю, что следующий год уже после мая будет уже как бы нормальным, где люди уже начнут жить полноценной жизнью, уже не будет вот таких качелей, которые мы видим сейчас с заявлениями. Поэтому не заморачивайтесь вообще. Да вы не тем заморачиваетесь. Вы заморачиваетесь вот чем. У вас будущее есть. У вас будущее есть. Когда человека пугают, то говорят, будущего у тебя нет. А оно есть. А в будущем можно что-то делать. Вот смотрите, есть хорошие мои слова. Я хочу их повторить специально для вас. Наш мир, он требует от нас быть кем-то. Очень часто. То есть мы должны быть специалистами в какой-либо области. Причем для того, чтобы конкурировать в этом мире, нам приходится быть специалистами в многих областях. Если раньше для открытия, там, я, допустим, человек, который открыл целый ряд разных компаний. Вот я как раньше делал. Я помню, в свое время я занимался мясом, привозил мясо из Польши там, вагонами, и у меня уже были покупатели. То есть у меня были оптовики, они подъезжали к там, вокзалам определенным, загружали эти рефрижераторы с этим мясом. Часть мяса я ложил там, в специальные холодильники, они там стояли. И это был такой бизнес. Потом такие компании, как у меня, появились у других людей. То есть этот бизнес стал для меня невыгодным. И те люди, которые у меня контракты эти заключали, там где-то кто-то начались проблемы с таможнями, начали платить и так далее. Я решил открыть бизнес, который был связан с продажей более мелких предметов. Я их покупал в Турции, привозил их в Украину и ездил по магазинам, предлагал, после этого оставлял с отстрочкой этот товар, потом ездил, забирал, потом вместо себя поставил людей, после этого эти люди начали ездить. Так вот худо-бедно все зарабатывали, и я там зарабатывал деньги. Потом пришло время, я сделал цех, и там потом второй и третий цех, и начал там работать в этих цехах. Потом прошло очень много времени, и появилась компания «Тибетская формула» с БАДами. И мы, в общем-то, из-за того, что людей многое принимал, люди пробовали БАДы, я таким образом там за 7-8 лет собрал свою аудиторию. Сейчас это так не работает. Сейчас, если бы я открыл компанию БАДов, мне бы пришлось быть еще и дополнительно хорошим блогером. То есть мне бы пришлось в сторис, в инстаграме постоянно публиковать новые видео. После этого публиковать видео в YouTube. После этого находить аудиторию. То есть что бы мне понадобилось? Мне бы сейчас понадобились курсы, которые я с успехом, кстати, прошел. Как продвигать свой товар в инстаграме, как делать платную рекламу, можно ли обойтись без платной рекламы, как правильно снимать видео, что говорить, возможность создавать там план, контент для того, чтобы что-то высказывать, или там, что может заставить человека совершить покупку и так далее. Причем сейчас уже там только рилсы продают и сторисы, а уже там какие-то посты типа там, вот, приходи на семинар там или какой-то текст, этого уже никто не читает. Из 1000 постов, которые я публикую, все видео просматривается по 10-15 тысяч раз. Если я публикую мантру, ее смотрят там 1500-2000 человек. То есть все, получается, это все себя изжило. И новый бизнес сейчас требует что-то нового. И вот человек, допустим, там Елена Ивановна решила открыть магазин, допустим, даже не магазин, а решила производить, ну что там, соус. Это самый вкусный соус. Она его сделала там из 3 оливок, 2 там, ложки оливкового масла и сыра пармезан. И назвала его там у себя дома, сделала это честным предпринимательством, упаковала этот соус. Всем соседям дала попробовать. Все соседи сказали, как вкусно, мне очень нравится. Какие дальнейшие действия Елены Ивановны? Никаких. Открывает она сайт, на сайт никто не заходит. Она говорит, как рекламировать этот сайт? Никак. Вы умеете рекламировать сайт? Нет.
Рекламировать в Ютубе страницу тоже сложно. Тогда что нужно сделать? Нужно быть уже специалистом, как продавать этот соус. В Инстаграме, как продавать этот соус. В Ютубе, а как это делается? Ну, заводится специальная программа, где она вот готовит что-то и добавляет туда ложку этого соуса. Еще что-то, еще ложку этого соуса. При этом каждый месяц она это делает, каждый день по чуть-чуть это делает, делая себя популярной, делая или ставя правильные названия, ставя правильное описание, делая ссылки, ставя правильные теги, чтобы их находили. Делает группу, собирает людей или добавляет людей в группу, те, которые находятся в одном регионе и так далее. То есть уже просто выпустить соус сложно. А другая идея, вот выпустили соус, я найду кого-то, кто будет для меня продавать. Не найдете, никому не интересно, у всех все есть. Поэтому сейчас, когда у человека есть свободное время, он должен знать, что в это свободное время можно посвятить свою жизнь не тому, чтобы стонать и лечь и просто лежать, смотреть новости, а тому, чтобы поверить, что будущее возможно. А если будущее возможно, то скоро закончится ужас этот, в котором мы живем, и начнется то время, когда придется либо работать и горбатиться на кого-то, либо открывать свой бизнес. А какой бизнес сейчас популярный? Вот мы собирались найти человека, который будет нам просто снимать сторисы в Инстаграм, и не можем в Киеве найти такого человека. Не можем. Человек говорит, я умею, ну поснимай, поснимает, так и ужасно. Почему? Потому что человек думает, что он умеет, а на самом деле не умеет. А есть такие, которые умеют, а те умеют, у кого есть вкус, художественный вкус, у кого есть знания, как необходимо даже на телефоне снимать, кто может красиво подписать, хэштеги подобрать, там, что-то сказать, а не просто там ходить и телефоном шевелить. То есть вот такие нюансы, понимаете. То есть человек не поленился, а прошел какие-то курсы. И вы должны знать, что сейчас очень важно быть человеком, который ведет блог в YouTube, в Instagram, Facebook. Обязательно должны быть ваши страницы. Вы занимаетесь бизнесом, ваш бизнес, он должен быть вот таким, вверху называется, допустим, там, допустим, ваш бизнес там Вера и выпечка. Внизу я занимаюсь выпечкой хлеба, и вот здесь мой номер телефона, и смотрите дальше. То есть, а внизу там вот первое, второе, третье, четвертое, пятое, сотое видео, где вы там замешиваете, что-то лепите, это выкладываете, делаете это в ТикТоке, делаете это в Ютубе и делаете это постоянно. При этом еще и выходите с прямыми трансляциями, популяризируя себя. Да, сейчас это такой вид нашей жизни, блогинг. Тот, кто не понимает, не добьется успеха. Сейчас просто открыть магазин это ни о чем. Сейчас уже просто иметь магазин или просто иметь сайт или вкладывать миллионы долларов в продвижение в наших странах, постсоветско говорящих, в этих странах сейчас бесполезно вкладывать во что-то, потому что человек, которому попадается реклама, он просто вот так отворачивается. Мы не в Америке. Много нюансов есть. Поэтому, когда у вас сейчас возникает возможность, и вы начинаете кричать, что мне делать, обучайтесь. 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 Если не можете обучаться, работайте. Если не можете работать, отдыхайте. Если не можете отдыхать, обучайтесь. Не можете обучаться, работайте. Если не можете... Как отдыхать? Очень хороший отдых, когда человек читает художественные книги. Еще в свое время Карл Густав, знаменитый наш Юнг, он написал, что исследуя людей, которые каждый день читают не менее 10 страниц какого-нибудь текста, я заметил, что это люди более обдарованные и более быстро принимают какие-то решения. У этих людей есть связанная речь, они в своей жизни более активны. Я с этим абсолютно согласен, я заставляю детей постоянно читать. Все мои дети читают, они читают художественную литературу и читают стихи, изучают стихи, и потом выступают стихи эти, говорят, и мантры читают для того, чтобы разговаривать хорошо, строить себе судьбу. И книжки читают, и это обязательное условие. Не просто смотреть тупо в телефон или в телевизор. Чтение – важный компонент для развития человеческой личности. Ну да ладно. Доброго вечора, скажіть, будь ласка, чи може я в ближайший час самостійно водити автомобіль? Маю страх. Та, будете водити, не бійтесь, все добре.
Андрей Андреевич, какой профессией будет будущий муж? Что за ерунда? Что это за ерунда вообще? Зачем мне это, слушайте? Мужа еще нет, а уже профессию. Сантехником будет. Самый глубоководный сантехник. Будет с разгона нырять, плыть там и потом лбом пробивать канализацию. Отлично, да? Вот вы хотите? А что, он не человек, что ли? А я достойна будущего. Видите, уже не хочется. Анна Вартанян. Андрей Андреевич, вот уже много лет у нас не собираются деньги. Нет отложенных даже 5000 рублей. Как бы сейчас сказал мой друг, с которым я сегодня разговаривал. Москали, москали, москали заспевалы. 5000 рублей у нее нет. А-ха-ха-ха-ха. Какие-то долги, может нам что-то сделано. Да не сделано, вы просто не умеете зарабатывать. Не умеете, не хотите, не обучаетесь, ни к чему не стремитесь. Ради чего вам, вообще зачем вам деньги? Птицам деньги не нужны. Устроились кому-то на работу, вам платят мало, вы плохо, цены растут и вам ни на что не хватает. Что нужно делать? Я все время это говорю, есть даже книга называется «Магия денег». Я там все время говорю, что человек должен знать, что для того, чтобы зарабатывать, человеку нужно самому и кого-то эксплуатировать. Почему деньги не накапливаются? Там 100 признаков того, почему деньги не накапливаются. Замените слово покупать на слово, замените слово потратила на слово приобретать. Посмотрите вот эти вот все принципы денежные, которые есть. Тогда будут накапливаться. А там поделано вам или нет, я хочу сказать, ничего никому никто не делает. Вообще это все полная ерунда. Зачем делать кому-то что-то? Как сделать так, чтобы если поделано это ушло? Выйдите на улицу и накормите большое количество там, животных. Таким образом поделанное исчезает. Там черных собак или там голубей или еще кого-либо. Кстати, это действительно помогает. Но в вашем случае ничего такого нет. У вас не получается накапливать деньги. И из-за чего это происходит? Первое. Видимо, в самом начале, когда отношения строились, то у одного человека был страх, он блокирует зарабатывание денег, а у другого человека была ложь, которая блокирует деньги. И вам, получается, не за что жить. А единственное, ради чего должны были строиться отношения, они были строиться ради фантастической любви. То есть там очень нравилась она, а он ей очень нравилась. И вот из-за этого они соединились и так далее. А когда это выживание, знаете, я пойду, найду еще какую-нибудь работу. Вот я всегда задаю вопрос, зачем работодателю платить деньги хорошие? Почему хорошие не платят деньги? Я работаю на кого-то, почему мне хорошие не платят деньги? Как вы не можете понять, если на ваше место с легкостью можно найти еще 10 тысяч человек, зачем вам платить больше? Если на ваше место есть такие же люди, которым можно платить столько же, зачем вам поднимать заработную плату? Как-нибудь задумайтесь над этим. Вот если бы был там человек специалистом огромный какой-то в какой-то области, и после этого, там, если его выгнать, то все, вся компания обвалится, тогда можно ему платить большие деньги. А если нет, то тогда и не за что держаться, к сожалению. Но есть очень хорошая книга, она выложена бесплатно у меня в YouTube. Она называется «Магия денег». Она совершенно бесплатная, большая, там 1,5 часа. Послушайте ее, вы так много откроете для себя возможностей, в зарабатывании денег, почему у вас не получается накапливать, я там все объясняю. Там даже есть эзотерическая практика в конце, называется «Женитьба на деньгах». Я объясняю, как сделать так, чтобы деньги всегда водились. А порчи начинаете там такую ерунду себе выдумывать. Татьяна Гребенюк. Мирного вечера. Ой, нам очень нужно. У нас сегодня там бабахало и стреляло. Замучили. Скажите, пожалуйста, сколько лет наша семья будет жить на съемном жилье? Поселенцы, наш дом разбит, живем в Киеве. Будете жить еще, лет 5-6. У вас ничего такого я не вижу, чтобы кардинально могло полностью изменить вашу судьбу. Ничего сейчас не вижу. Вы хотите правду? В ближайшее время будет у вас съемное жилье. В ближайшие несколько лет. Добрий вечір, Андрій Андрійович. Скажіть, будь ласка, що з езотеричної точки зору означає, якщо бачиш, як падає зірка, і що треба при цьому робити?
Нема нічого, коли падає зірка. Это просто планеты, и это просто космические объекты. Если звезда упала, и вы это увидели, то ничего, никак ни к чему не привязывайте. Ни к чему не привязывайте, ни с чем не соединяйте, ничего не делайте. Это все, говорят, загадай желание. Нет, ничего не исполнится. Никакое желание не исполнится, если падает звездочка. Это просто метеорит. Ничего такого нет. Не заморачивайтесь уж точно. Я жил в Крыму, и в том месте, где жила моя мама, отец постоянно ставил на улице кровать, и там очень чистое небо такое было. И я ночами очень долго лежал и смотрел на небо. И я видел целые настоящие водопады и прямо настоящие бесконечные падания звезд. Потому что там в селе, где я жил, не было света постоянно, и не было там каких-то фонарей, и постоянно было темно, и там чрезвычайно летнее, красивое, просто фантастическое небо с огромным количеством огромных звезд. И они падали там целую ночь. То есть как начнут падать, я видел даже такой дождь был метеоритный, он там часа 3 длился. Ничего в этом такого нет, это ни к чему для человека, ни падающая звезда, ни появляющаяся звезда. Человек слишком малое существо, чтобы как-то ориентироваться на небесные светила. Они могут только подсказывать что-либо человеку, а как-то привязывать их к себе смысла не имеет. Доброго вечора. Як налаштувати себе на здоров'я, як подлікую одне, то починаються проблеми з іншим. Можливо, я себе накручую. Хоча думати про позитив, але ненадовго це вдається, дякую вам щиро. Все пов'язано з вашим неврозом. Ви нервуєте. Якщо людина нервує, то вона може в двох таких напрямках розвиватись. Я перейду на русский язык. Первое направление, когда человек нервничает, он поправляется, что говорит о том, что у него очень кислая кровь. И второе, он очень худеет, что говорит о том, что у него очень щелочная кровь. Если он поправляется, то ему необходим калий. Если он худеет, то ему необходим кальций. Если у человека камни в желчном пузыре, кальций нужен. Если в почках камни, то нужен калий. Почему нервничает человек? Потому что не хватает витамина В6 и не хватает магния. А еще у него проблемы, скорее всего, с желудком. И такому человеку, для того, чтобы это все нормализовать, необходим витамин В6, необходим магний, необходим калий. Если вы поправляетесь, для вас препарат, который называется манкулит. В моей компании по 1 чайной ложке на стакан воды 2-3 раза в день уберите алкоголь из рациона, пейте больше воды. Тогда уйдут камни в почках и перестанет болеть позвоночник. Он у вас болит, скорее всего, в верхней части вашего тела. А в случае, если наоборот вы худеете, желчный закрытый, все время у вас страдания, к вечеру раздражение, то вам необходим кальций. Принимайте кальций и тоже принимайте кальций, витамин В1, витамин В6 и принимайте магний для того, чтобы успокоить нервную систему. А вообще... Как можно человеку объяснить, я себя накручу, я себя не накручу? Я вам могу объяснить, что делать. Вот ваш самый страшный накрутильщик. Вот он, вот он. Что нужно сделать? Смотрите, для одних людей это источник информации и знания, для других источник смерти. Просто помните об этом всегда. Перед вами находится источник смерти. Очень много людей, просыпаясь, берет это и выпускает ночью перед тем, как лечь спать. Так вот, если он целый день находится рядом с вами и у вас появилась зависимость от телефона, то знайте, скорее всего, через время у вас будет очень яркий невроз. Потому что наблюдая за информацией, которая есть в интернете, я могу сказать, что информация это ничем и никаким образом не анализируется, не стерилизируется, она не имеет никакого анализа, эта информация просто потоком таким выливается, она вся противоречивая, а наш мозг, он как алюминиевая проволока, гнется, 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 гнется. И человек говорит, у меня невроз, я не могу сдерживаться, у меня постоянно плохое настроение и так далее. Так легко все сделать. Выключаете телефон, кладете его куда-то и сутки им не пользуйтесь. Пришли домой с работы, если где-то работаете, выключили телефон, положили, все и не заморачивайтесь. Весь мир в труху ради вашего здоровья. Человек должен знать, есть 3 компонента, которые делают его счастливым. Первое. Нахождение или гуляние в полной тишине. Я очень это люблю.
Когда лето наступает, я оставляю телефон дома, это где-то в 8-9 часов вечера, выключаю его, чтобы мне никто не звонил, и не смотрю никакую информацию. Выхожу на улицу, сажусь где-нибудь на лавочку и сижу. Просто сижу. Сначала первое время усталость, хочется побежать за телефоном, хочется о чем-то думать, книжку читать, потому что у человека бег. Он утром вскочил, надо бежать, бежать, бежать. Не надо бежать, надо успокоиться. Потому что уставшие лошади тоже умирают, понимаете? И после этого выхожу на улицу, сажусь и сижу. Вот просто ничего не делаю. Сижу, на звездочки смотрю, на рыбок смотрю, на травку смотрю. Просто живу. Ощущаю, что эта жизнь есть. А зимой точно так же делаю. Выключаю телефон. Не беру его после 10-11. Не захожу ни в ютубы, ни в какие, никуда. И после этого себе тихонечко выхожу на улицу с собачкой и гуляю где-то час. Тихонечко, не спеша, смотрю на звезды, если сильно темно, фонарик беру, но обычно не беру, глаза привыкают, и я там себе во дворике хожу. Когда сильно холодно, то быстрее там походил, домой зашел. Это хорошее время для того, чтобы сначала ты бежишь, потом, когда ходишь, мозг успокаивается. Потом, наоборот, уже в какой-то день хочется. Прямо организм говорит, хватит сидеть, иди погуляй. Но у кого нет возможности гулять, можно же дома просто все выключить и посидеть в тишине. Включить свечи, не читать книжки, просто сесть сесть просто. Я вот очень часто говорю, многим людям надо просто успокоиться. Второе, что нужно человеку. Человеку необходима физическая активность. Это животные, мы же произошли от животных. А животным нужен секс, нужен еда и нужна физическая активность и сон. Вот если этого всего нет, знаете, секс там у человека редко, так зачем он нужен? Там физической активности ее почти нет. Еда тоже там в большом количестве углеводы, сейчас, слава богу, еда есть. И сон такой себе, кратковременный, потому что у всех сбиты циркадные ритмы с этими сотовыми телефонами, с этими телевизорами. Ну и все, и получается, человек не отдыхает, он все время чем-то озабочен, мозг его все время на износ, ощущение, будто все время он в каком-то напряжении находится, отдыхать он не может, физических упражнений у него нет, он все время находится в стрессе. С чего это быть здоровыми? Нет уж. И потом начинается, какая таблетка мне поможет? Пистолет. У меня была история в моей жизни когда-то. Так меня замучила моя жизнь. Я жил тогда с Марьяной, девушкой из Винницы, и она поехала к маме, я остался в Киеве, у меня были закрытия там какого-то бизнеса, и так все мне надоело, и я уже начал болеть тогда, и плохо себя чувствовал и так далее, и там одни звонят, другие звонят, третьи люди, и там куча людей, знаете, и вот в какой-то момент я вот так взял сотовый телефон и возле речки находился, его с карточкой совсем и выкинул. Боже, я шел, у меня был шок внутренний, зачем я так поступил. Но я могу сказать, после того, когда я выкинул этот телефон, у меня очень быстро все изменилось в жизни. Прям категорически быстро, вот мгновенно. Я не восстанавливал ни карточку, ничего. Я так сам себе и сказал, мамин телефон я знаю, там девушки, с которой я живу, знаю, там, кто меня знает, придет в мой офис. А всем остальным, это люди, которые просто повстречались на моем пути, желаю всем свободного плавания. Ну вот так, очень-очень это в жизни помогло. Я не призываю, говорю, что в моей жизни такая история была. Ее, кстати, описал в своей книге, которая называется «Введение в эзотерику». Великолепная книга, вы знаете, это одна из самых лучших книг, которую я когда-либо писал. И сегодня, читая эту книгу, вот я ее просто листал, боже, она же такая глубокая, здесь такое огромное количество информации. Хорошими буквами написано тибетская практика очищения пространства, практика очищения пространства при помощи свечи, запечатывание и пространство в поезде, ритуальная защита,
Люди, которые объедаются, это люди, которые никогда не вырвутся из оков нищеты. Видите, как правильно. Если вы получаете удовольствие от съеденной пищи, вы станете богатым. Успешный человек — это человек, который преодолел 3 свои концепции. Эти концепции звучат так: страх, нерешительность и невыговоренность. Вот я выговорился, видите, с вами, поэтому я преодолел. И дальше вот написано: когда вам страшно, сделайте то, что вызывает в вас страх. 100 раз будет страшно, потом привыкнешь и будет как всегда. Кому страшно выступать на публике, преодолейте свой страх и начните выступать. Если вам страшно общаться с кем-то, идите куда-то, кому-то позвонить, то просто сделайте это. Найдите в себе элементы таких страхов, преодолейте их и сделайте так, чтобы они в вашей жизни не появлялись. Таким образом, преодолевая свои внутренние страхи, человек приходит к тому, что он совершенно перестает быть тем, кого из него делали родители и социум на протяжении жизни. Так. Анна Гальчук. От меня вам книга в подарок. Я хочу вам ее подарить. Свяжитесь со мной в Телеграм, я вам подарю эту книгу. Вместо вашего телефона и новостей открывайте эту книгу на любую страницу и читайте. Она очень поможет. В этой книге есть, как выйти из нищеты, как полностью скорректировать свою жизнь, как не обижаться на придурков, как избавиться от долгов. А кто хочет ее приобрести, в ней 300, по-моему, или 400 страниц, это первый том. Ого, 500. Я ее могу вам продать. Также, если хотите, можете ее приобрести, я даже роспись поставлю. Волета. Андрей Андреевич, я страдаю сонным параличом. Что это значит в эзотерике? Как избавиться? Это обещание, которое дал человек, и которое было дано определенному духу. Данный дух имеет определенное имя. Называет его, этого духа с клешней. И вот если с ним связаться, договориться, то можно это откупить там и так далее. Если вы в Украине находитесь, свяжитесь со мной. Я, возможно, вам смогу помочь. Здравствуйте, мегауважаемый. О, еще так меня не называют. Пожалуйста, что мне делать, чтобы стать счастливой? Путь к счастью имеет 3 компонента. Первый компонент к счастью. Каждое утро, когда вы просыпаетесь, не торопитесь встать. И когда вы будете просыпаться, не торопитесь. Скажите: мне хорошо. Это первый компонент, это обретение зоны своего комфорта. Человек, в котором нет комфорта, не сможет найти свое счастье, потому что счастье можно только осознать. А если нет комфорта, то осознать что-либо невозможно. Получается, как ты можешь осознать вкус пищи, если ты торопишься? Точно так же, как ты можешь осознать вкус жизни, если ты несешься? Тогда что необходимо сделать человеку? Начать с осознавания, прежде всего, осознавания своего комфорта. То есть, как я буду себя ощущать в случае, если я буду счастлив? Смотрите, как же вам дать счастье, если вы его пропустите, когда оно у вас будет? От чего вы можете быть счастливыми? Вы знаете это? Вы знаете, что человек может быть счастливым от всего чего угодно? Человек говорит: да, я это знаю. Да, все знают это, что человек может быть в любое время везде счастливым. Тогда почему люди не пользуются этим? Почему так много несчастных? А ведь найти возможность обрести счастье в каждом моменте — это огромный талант. Зачем искать счастье, если оно уже есть? Сядьте сейчас ровненько. Смотрите, у вас есть что есть. У вас полностью сейчас, вы уже живете, нет прошлого, будущее неизвестно, и вы сейчас прямо вместе со мной здесь находитесь. Обратите внимание на себя и скажите: вы счастливы в этот момент? Почему? Вы счастливы, потому что вы просто живете. Утром проснитесь и скажите: я счастлив. Почему? Просто потому, что я проснулась. Просто потому, что я живу. И дальше просыпайтесь, вставайте и начните жить по принципу: я кайфую от этого. Мне нравится. Когда человек говорит: я кайфую от этого, кайфуем, мы с тобой кайфуем, а я опять тебя ревную и вспоминаю не о том. Так вот,
я немножко отвлекся. Для того, чтобы жить и найти в себе что-то, первое, утром просыпайтесь, не берите телефон, а скажите: мне хорошо под одеялом, мне так хорошо под одеялом, ой, как я хорошо поспала, как же мне хорошо. Не вскакивайте, как обычно это происходит. Так, что тут у нас? Взрывы, про пожары, сочиняли, но тут ас. Но примчались санитары, зафиксировали нас. Чтобы этого не было, не берите его. Рядом с вами, возможно, лежит уже там ваш любимый большой теплый, с одной стороны боров пердящий или боровиха вонючая, а с другой стороны большое теплое существо, родное. Родное. Видите, как сразу все меняется. С одной стороны боров пердющий, а с другой стороны тепло. Ну, видите, создающий тепло, грелка в целый рост. Как бы вы жили, если бы такой большой грелки не было рядом с вами? Такой большой попы или такой большой спины. А так что можно сделать? Так что мешает утром обратить внимание на это человека? То повернитесь, его там погладьте, без интима. Хотите, можете и с интимом. Но это так сложно, надо там идти, зубы чистить, мыться, купаться, бриться. Зачем? Это такая заморочка. Нет, просто сказать, что мне нравится, вот он есть в моей жизни, мне нравится. Сначала будет тяжело, вы будете говорить: да не нравится мне это все. Неважно, Бог вам дал, живите, наслаждайтесь тем, что имеете. Помните, в свое время фильм был такой: мой дедушка имел козла, но хотел машину, но у него не было средств. Ну и он говорит: давайте выпьем за то, чтобы возможности совпадали, за то, чтобы желания совпадали с возможностями. Ну и у вас нет средств, и с вами уже живет что-то, и вы уже где-то живете, вы уже с чем-то живете. Будет квартира, не будет квартира, ваша она или не ваша, в данный момент это имеет значение. Мы пропускаем самое важное в нашей жизни. А самое важное в нашей жизни — это наша жизнь. А как же мы ощутим счастье, если мы все время торопимся? Как же мы ощутим, что мы счастливы, когда оно к нам придет, если даже сейчас мы не ощущаем ничего? Мы проснулись, побежали, позлились. Мы пришли, поели, вскочили. Мы заработали, легли. Мы там понервничали и так далее. А где жизнь? Жизнь где? А как мы идентифицируем жизнь? Нам либо хорошо, либо плохо. Так что нам мешает найти в себе состояние хорошо? Проснитесь, погладьте и начните себя гипнотизировать. Просыпайтесь и говорите: мне нравится, что я проснулась, мне нравится, что я встала, мне нравится, что вот зубки почистила, ты моя зайка. Вообще, станьте добрым человеком, говорите себе хорошее. Подошли к зеркалу, говорят: ты моя ласточка, ты моя зайка. Зубки почистила, мои ручки. Встретили кого-то перед вами находящегося мужа или жену, говорит: ты мой зайчик, ты моя рыбка. А он там: ты задолбала, мне все не устраивает и так далее. Ну, бедненько, что ж такое, бывает тоже, ну что ж. Ты козел, мы все тут козлы, знаешь. Ты какашка, мы все какашки. Ну, знаете, если какашка большая лежит, а рядом с ней еще одна ходит, не какашка, то она рано или поздно оботрется и будет тоже как какашка. Поэтому дальше, по поводу счастья. Я раньше думал, что что-то мне в жизни может дать счастье. Я думал, что я куплю, я вот вспоминаю свои молодые годы, я смотрел фильмы с Сталлоне и Шварценеггером, и мне очень нравились там накачанные люди. И потом я занялся атлетизмом, начал заниматься спортом очень активно, качался, тогда были 90-е годы. Я думал, что когда появятся у меня мышцы, то очень буду я счастливым. Мышцы появились, счастья нет. Да что ж такое. Потом я думал, у меня нет, я очень мечтал иметь красивые туфли такие. И хотел иметь очень красивую куртку кожаную. Смотрел года 2 на эту кожаную куртку, рыжую такую косуху.
и она стоила $300. Это неподъемные деньги, $3000 квартира стоила. И потом я еле как-то там правдами-неправдами насобирал эти деньги, купил себе эту куртку, она пахла так вкусно, была осень. Я ее одел, красивый, молодой, кучерявый, загорелый, в очках, в этой куртке, в новых туфлях. Я думал, каждый день я буду счастливый. Через 3 дня она перестала мне вставлять. Я вот так вот сел на улице и говорю сам себе, да что ж такое, и куртка есть, и туфли, и мышцы, и счастлив вроде, а счастья нет, ну что ж такое. Потом я себе придумал, счастье, наверное, будет, когда у меня автомобиль появится. 2-3 года я себе от еды откладывал этот автомобиль, учился ездить на этом автомобиле. Еще. Потом сел в этот автомобиль, поездил месяцев 6. Зима началась, покрышки менять. Все мои знакомые меня просят, меня завези, меня отвези, там это сделай туда. Все работать закончили, знаете, только у меня машина. Все вышли, и каждого надо довезти. А я человек добрый. Думаю, да что ж такое. И все домой приехали вовремя, а я спустя 4 часа, когда всех домой довез. Я думаю, думал, будет у меня женщина, буду счастливый, не нужно будет бегать вечно, там кого-то искать. Появилось что-то несчастное. И вот знаете, всю жизнь так. Я сейчас уже понимаю, что стремление к чему-то это и есть счастье, желание это и есть счастье. А еще счастье, оно каждый день. Счастье, счастье это не стремление. Счастье это персональный человеческий выбор ощущения себя в этом мире. Человек может быть либо ощущать себя несчастным и находить повод для того, чтобы ощущать несчастным, либо ощущать себя счастливым, и это обозначает находить повод для того, чтобы быть счастливым. Путь к счастью это путь, который позволяет человеку сделать выбор. Каждый человек может сделать для себя осознанный выбор в сторону счастья. Как у человека формируются события жизни? Представьте себе 2 чаши весов и ваши чувства. Вот сколько раз вы плохо чувствуете, и плохо нервничаете, и плохо злитесь, или еще что делаете, это все складывается вам на 1 чашу весов. И сколько раз на протяжении дня вы ощущали счастье, кайфовали от жизни и вам нравилось что-то, это все ложится на 2 сторону весов. Чем больше у вас на одной стороне весов несчастья, тем хуже ваша жизнь. И неважно, будут деньги, не будет денег, не будет денег. Чем больше несчастья на левой стороне, тем хуже жизнь. Чем больше счастья на правой стороне, тем лучше жизнь. И все, это правило нашего выбора. Мы жизнь себе строим самостоятельно, ежедневно, ежечасно, сейчас. И когда мы говорим, в чем я буду счастлив, никто не знает. Потому что даже если человек говорит себе часто, совершает ошибку, я буду очень богатой, только тогда я стану счастливой. Нет, вы себя обманываете. А вот то, что вы стремитесь сейчас к тому, что вы хотите быть богатой, это и есть ваше счастье. Счастье это быть в энергии. А энергия это намерение. Хочу открыть магазин, хочу работать. И человек говорит, вот я недавно даже, я обычно ничего стараюсь не вспоминать, но как-то нахлынуло. И вот я начал вспоминать, когда я открывал магазин, какие у меня были тяжелые ситуации, я переживал. И там долги были, и потом это отдавал, и дома были скандалы и так далее. Но это так приятно, все это было приятно, потому что я жил в энергии, каждый день у меня была реализация. И я тогда думал, что в момент того, когда я там переживаю, кричу, жена там нет, не жена, а девушка устраивала истерики, нам нечего есть, а ты мне не даешь деньги, мы мясо себе не могли там по полгода купить. Это было связано с тем, что я все откладывал, магазин, там бизнес, магазин, надо это, и там все деньги туда и так далее. Дома не за что вложить, нам никто не помогал. Ну и после этого, сейчас я это вспоминаю, да мило было это все, это было приятно, да, не доедали, ничего страшного. Но зато обнимались и лежали, зато вместе смотрели телевизор, зато там было куча всего, знаете. Куча прекрасных моментов, и эти скандалы милые, и эти там какие-то были ошибки жизни милые, все это было милое. Люди, не обращайте ни на что внимания, плохо или хорошо, это все счастье. Счастье просто в том, что мы живем. Уже. Потому что сначала мы хотим секса,
но хотим секса с женщины там, с состоявшимися мужчинами, там молодые, а потом взрослеют, хотят с молодыми, а молодые уже с ними не хотят. А молодые мужчины там хотят секса со всеми, а там как-то там не получается, а потом, когда уже получается, страшно, а потом, когда страшно, уже не страшно, то уже там что-то получается, а потом не хочется и так далее. То есть бесконечные в жизни какие-то проблемы. Денег хочется, мы к ним стремимся, а потом, когда деньги заработали, у каждого свой уровень, то получается, что уже и несчастливые, стремимся к квартирах, живем в этих квартирах, зачем вы ее покупали, там полжизни ремонт и полжизни потом, и потом для кого, кто-то пришел в гости, поохал, это что, минута счастья? Тогда в чем заключается жизнь? Чтобы купить квартиру, чтобы стать богатым, чтобы иметь возможность там пить шампанское за $300 ежедневно в стаканчике, чтобы летать на самолетах и так далее. Нет, жизнь и счастье, оно связано с тем, что мы просто живем, и здесь что-то происходит. И счастье, услышьте, оно заключается в том, чтобы происходило что-то. И обучение, и чтение, и обнимание, и действия, и там физкультура, и там, ну, что-то должно произойти. И даже сидение, оно может, это все, это событие. Вот желание, события, это и есть счастье, это жизнь. Не знаю, кто-то понял мой порыв. Так что выбирайте для себя счастье. Ага. Скажите, пожалуйста, как работают законы кармы в эзотерике, как управлять кармой на энергетическом уровне. Проходите мою первую ступень, я об этом рассказываю. Одно могу сказать, что карма связана с вашим восприятием воспоминаний вашего отца и матери. Если женщина плохо относится к отцу, то муж будет ее, не будет любить. Если женщина плохо относится, не так. Если женщина плохо относится к отцу, то женщина не будет хорошо зарабатывать. Если к матери плохо относится, то у нее будет, перед мужем будет плохо выглядеть, не будет нравиться мужу. А вы для себя придумайте. Наше сознание, оно принимает все, а подсознание все может изменить. Скажите себе, вообще изменить карму несложно. Скажите, мой отец был самым лучшим. Он был такой веселый, а все остальное не важно. И моя мама была самая красивая, самая любимая, меня обнимала, целовала, пушила, и я там самая любимая была дочка, а все остальное тоже не важно. Я это все отпускаю. Вообще, мои родители были, папа был царем, мама была королевой. Все, они меня нашли, воспитали, как могли, так и смогли. Все, а меня обожали. Я была самая лучшая. Не знаю, как у вас, а у меня все офигенно. Все, вы изменили свою карму, теперь будете жить в жизни с счастья и радости. Все рассказываю о карме, рассказываю, как она влияет на левую сторону, на правую сторону, как это выглядит, куда деваются люди после смерти в первой обновленной ступени, как это с нами связано, как это все изменить, как строится корень дерева, что такое корень, ствол, что такое ветви дерева, что такое дворец небесных драгоценностей для достижения счастья, удачи и веры. И это все я даю на первой обновленной ступени, а сейчас у нас скидки аж минус 40% на первую ступень. Друзья мои, сделайте в вашей жизни изменения. В это сложное время сложно поверить, что бывают люди, которые могут помочь человеку изменить судьбу. Но такое есть. Кто эти люди? Я. Купите, 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 купите мою первую ступень. Купите ее прямо сейчас. Так, я смотрю, вы ее уже покупаете? Так, сейчас я захожу. Вот у меня здесь сейчас придет сообщение, и вот сейчас прямо тот, кто купит первую ступень, получит от меня подарок. Сейчас, вот, я буду сейчас смотреть, кто купит первую ступень, получит тут же от меня подарок. Андрей Андреевич, я несколько дней назад сделала гастроскопию, и мне трубкой повредили голосовые связки. Горло напухло, болит, пройдет? Да, пройдет. Чем можно облегчить мое состояние? Фурацилин. Приобретите таблетки фурацилина, растворите их в теплой воде и полоскайте горло, не глотая, и сплевывайте рот и горло. Буквально за 1, 2, 3 дня фурацилин полностью ваше горло восстановит. Не переживайте, это частое явление.
Не прикладывайте ничего горячего ни в коем случае. Также ни в коем случае не полоскайте спиртовыми напитками. Ухудшит состояние. Здрасте, хочу стать счастливым. Подскажите рецепт счастья для меня. Первая ступень. Идите на мою первую ступень. Срочно. Рецепт счастья — это первая ступень. Первая ступень не книга первой ступени. Вот она. Вот в этой книге все рецепты. И как избавиться от проблем, как сделать так, чтобы судьба выровнялась и так далее. Великолепно. Мега офигенная книга. Прям мега. Купите, 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 купите. Здравствуйте, учитель, хочу стать счастливым. Подскажите рецепт счастья для меня. Он есть. Живите по принципу «я не заморачиваюсь», «я не парюсь, не обижаюсь и не имею претензий». Живите это по вот этим 5 принципам, жизнь полностью изменится. Анна Вартанян, Андрей Андреевич, вот уже много лет у нас не собираются деньги. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Получится у меня уйти в рейс в море или ехать в город М? Нет, не ехать. Нет, если вы поедете в город, не сможете заработать. Нужно ли в рейс сейчас? И в рейс сейчас тоже. Ждите аж до весны. Скорее всего, весной там получится. Подскажите, как эзотерически ускорить наступление беременности? В вашем случае очень давно препараты пью, читаю код для беременности, не знаю, как быть. Каждый день перед сном кладете правую руку на живот и левую сверху на нее. И вот так вот сидите. При этом представляете, будто вы держите в руке ребеночка, который лежит в полумесяце, но глаза не опускаете. А представляете, будто он прямо в руках ваших лежит. Представляете, будто лежит ребенок. Если будет лежать головкой в левую сторону, то будет девочка. Если головкой в правую, то мальчик. И говорите: ждем тебя, чтобы к груди положить. Ждем тебя, чтобы к груди приложить. Ну и оно вот как только пойдет яркая картина, не нужно представлять. Оно должно появиться. Я вам говорю, что на протяжении где-то 30-40 дней появится, и в этот же момент забеременеете. Но в таком полумесяце должен лежать. Здравствуйте, Андрей Андреевич, я ученик 5 ступени, хочу создать семью, но не могу найти жену. Для того, чтобы найти жену, нужно представить, будто вы держите шланг правой рукой, поднимаете вверх его и на выдохе представляете, будто вокруг вас разливается много из шланга воды, но только воду представляете молоком и говорите: хочу жениться. Так. Хочу жениться. И делайте так 1, 2, 3 раза в день. За месяц найдется женщина любимая. Здравствуйте, можно ли по вашему семинару целительства вылечить камни в желчном? Да. Получится у меня, да. Хочу 2-го ребенка, но с камнями это такой риск. Если у человека камни в желчном пузыре, ему нельзя голодать, пить кофе, нужно повышать кислотность желудка и убирать неврозы. А почему? Потому что это все взаимосвязано. Но эзотерически можно полечиться, да, там я все об этом говорю. Подскажите, пожалуйста, у меня позвоночник восстановился без операционного вмешательства. Назначают обезболивающие? У меня позвоночник восстановится без операционного вмешательства. Назначают обезболивающие. Не желаю делать операцию. Хожу с помощью тачки 2 года. Если вы ничего не делаете для того, чтобы изменить это, ничего не произойдет. Серьезно. Ну вот смотрите, вы за 2 года не смогли его восстановить. И следующие 2 года, скорее всего, не сможете его восстановить. Можно ли восстановить позвоночник? Несомненно, позвоночник восстановить можно. Но как? Но дело в том, что я здесь не могу вам сказать, как восстановить позвоночник. Это тема. То есть это нужно объяснить человеку, какие процессы приводят к тому, что позвоночник проблемный.
Видел ли я людей, которые восстановили позвоночник? Да, видел. Видел, которые безоперационно. Где они? Декомпрессионный перелом позвоночника. Головой ударился несколько лет назад, перед войной. Чуть не утонул в бассейне. И так ходил потом вот с таким воротником. И мне врач говорит, вообще нет шансов, вообще, надо только операция, у вас вообще позвонок там вот такой. Я говорю, вы не знаете, с кем вы общаетесь. Сразу же вокруг живота зеленую нитку, аппликатор Кузнецова, сразу же начал каждый день 10 минут утром, 10 минут в обед, если есть время, 10 минут вечером на аппликаторе Кузнецова. И все, и побольше коллагена, то есть это... Там вареные кости, бульон, это просто желатин заваренный, коллаген в таблетках, гиалуроновая кислота. Все, это все в комплексе восстановило меня. Уже вообще так болело, вот жена не даст соврать, вообще круглосуточно уже на таблетках жил, прямо бесконечно болело. И говорю, моя жена, надо делать операцию, врач сказал там все. Я говорю, я сделаю так, что ничего не будет болеть. Все, пошли все в собор Парижской Богоматери. И все, не болит голова, не кружится, уже в ушах шумело, голова болела, не мог ни сидеть, ни дышать, ничего. Начал на аппликаторе, одел зеленую нитку, принимал коллаген, гиалуроновую кислоту. И одел зеленую нитку, завязал на 38 узлов, носил это, и после этого все прошло. Прошло за какое время? За месяц. Ездил еще, знаете куда? Ездил еще на такую штуку, которая называется ультразвуковое какое-то, на ультразвук какой-то есть. Здравствуйте, скажите, на Новый год стол можно ставить зажженные свечи? Зажженные свечи можно ставить, но по моему мнению, зажженные свечи на столе во время еды, они могут ухудшить отношения между теми людьми, которые за столом сидят. Свечи не на столе лучше ставить, а рядом со столом. Мы обычно ставим это по правую сторону. Обычно на Новый год зажигаем такой подсвечник, на нем 9 свечек или 7 свечек. Или 6 можно, ничего страшного. Придбала у вас гадальні кубики 6 штук із семінару. У семінарі мова йдеться про 4 кубики. 2 – це якщо ви потеряєте, загубите. Тому їх там 4 можете використовувати, а взагалі 6 – це щоб 1 чи 2 можна було загубити. Скільки кубиків використовуєте, я вам раджу використовувати, як кажу в семінарі, 4. Дуже гарний семінар. Ну як, що ви скажете? Правильно вони предсказують. Здравствуйте, учитель. Посмотрите, мою дочь Виту начала болеть. Какие рекомендации дадите? Есть такой препарат в нашей компании, L-тирозин называется. Вот давайте вашей дочери Вите L-тирозин. По одной таблетке 2 раза в день. Месяц попьет и пару месяцев, наверное, месяца 4 не будет болеть вообще. У нее это все устранится. Учитель, здрасте. Здрасте. С вами легко и быстро. Ваш совет и вышка. Наш гуру. Ждем циклы тантры. О, какой будет прекрасный семинар цикл тантры. Ага, я сейчас смотрю. Мои золотые. Сейчас смотрю. Ага. Прямо сейчас. Олена Борисовська, мила моя Олена Борисовська, яка прямо зараз пробує купити первую ступень школы Кайлас. Ну, я так понял, у вас пока еще не получается. А, получилось! Итак, Лена Борисовская купила сейчас первую ступень школы Кайлас. И от меня получает семинар, который называется «Трехдневный семинар целительства». Это 6 занятий по 1,5 часа. Стоимостью, сколько он там, $300 стоит. Получает от меня бесплатно. Я же сказал, что подарок сделаю. Вот Лена Борисовская, от меня вам семинар. Поэтому сейчас я здесь ваш номер телефона
скопирую. Copy to clipboard. Есть. Send SMS. О, сейчас я вам смс отправлю. Свяжитесь со мной. И дальше телеграм вам отправлю сейчас. И тут мой телеграм. В телеграм. Вот, Лена, я отправил вам сейчас. Зверніть увагу. Ага, все, звернув. Я отправил вам сейчас для получения подарка целительство. Вот. Все, Лена. Все. Вы теперь получите подарок. Я даже вам сейчас позвоню. Лена, здрасте. Алло. Здрасте. Здравствуйте. Это Андрей Дуйко. Здравствуйте. Да, я слушаю вас, Андрей. А вы сейчас смотрите мой семинар, да? Ну да, сейчас. Я вас поздравляю, вы от меня получаете в подарок семинар, трехдневный обучающий семинар целительства. Большое спасибо. Пожалуйста. Очень рада. Благодарю вас. Вам повезло. Все, Всё, до спасибо. свидания. Всего доброго. Извините, что набрал поздно. До свидания. Нет, все хорошо, спасибо. Вот, ничего не подстроено, все по-настоящему. Наталья Юрьевна, хочу задать вам два вопроса. Ну, надо же, все по одному задают, а вы два. Ну, когда женится мой сын Антон? Когда время придет? А также в какой области ему искать работы? В той, которая нравится. А что вы меня юзаете? Ну зачем вы меня юзаете? Пусть Антон ваш выбирает сам. Я ни вас не знаю, ни Антона. Ну что это такое? Очень хорошо Антону заниматься руководящей деятельностью, строительной деятельностью. Хорошо было бы ему заниматься, даже артистом мог бы стать, знаете, прям состоялся бы. Когда женится, я думаю, что он где-то за 2 года и женится. Ну да. Все в порядке, хорошую жизнь проживет, богатую жизнь проживет. Вам будет помогать. Хороший парень. Кажіть, будь ласка, хочу займатися манікюром, чи вийде в мене? Так, дуже вам вдячна за поради. Будь ласка, моя дочка в Германии в тяжелом финансовом положении. Смогут ли они вернуться в Болгарию? Да. У меня варикоз нижних конечностей, особенно беспокоит левая нога. Ой, куда ж вы убежали? Спасибо за первую и вторую бесплатную ступень. Очень интересно и увлекательно. Скажите, получится у меня пройти ваш курс целительства и научиться целительству? Да. У мами вік 83 роки, не зростає перелом шийки бедра, чи є надія на одужання? Так, зростеться, але потрібно, знаєте, що робити? Такий є настойка колган, живокост. І ось цим настойка колган, можна її приймати в віді капель і натирати оце місце, де в неї цей перелом. І тоді зростеться. Есть живица сосновая. Вот по кусочку этой живицы сосновой можно разжевывать, глотать. Если найдете ладан, в церкви купите ладан, каждый день по кусочку ладана пусть разжевывает и запивает. По одному, 1 раз в день. Вітаю, Олено. Олена, ми вас всі вітаємо. Ви молодець. Приємно, правда.
Какие даты благоприятны для регистрации брака в 2025 году? Я перед Новым годом проведу вебинар такой, и там во время проведения данного вебинара я буду говорить о датах этих и скажу, какие даты будут. Я просто не рассчитывал, а сейчас вот так не смогу вспомнить. Обычно эту информацию держу, но большое количество было в этом году событий всевозможных, и я упустил. Но я специально подготовлюсь и скажу, какие даты самые лучшие. Я знаю, что там период такой будет, это период январский, не очень хороший. То есть там, ну, буквально до там, 12-13 числа, но очень хорошие периоды, там с 5 по 17 апреля, очень-очень хорошие периоды для брака. Конец мая, ну, я сейчас могу ошибиться, но потом расскажу. Сейчас, чтобы не ошибиться, ну, к сожалению, не скажу. Так. Здравствуйте, дорогой учитель. Я оплатил вебинар на 20 декабря, ноябрь-декабрь, и возлагаю большую веру на него. Скажите, пожалуйста, что делать, если можно? Очень болят ноги, упала сегодня. И скованность в суставах. Нужно обязательно выпить противовоспалительные препараты. Это Немесил или диклофенак, также мазью, Вольтарен смазать. А вообще что делать? Ну, на вдохе нам, на выдохе тха, диксаметазон, ну, можно мазью помазать, вот Вольтарен гелем. Оплатили семинар, возлагаете на него надежды, ну, супер. Там, где ничего не может помочь, вмешиваются третьи силы. Третьи силы обычно помогают человеку. Если бы я не верил в это, то я бы не был такой радостный и счастливый. Щиро дякую за ваші практики, особливо слова, коди, паролі, такі цікаві, але діючі. Моя проблема, можливо, ви направите, я наче в куті, не знаю, куди рухатись. Вот этот кут, який у вас є, це ви підійшли к верху своих возможностей. Их нужно пробивать. Каким образом? Проявлять состояние счастья. Делать такие вещи, на которые вы были до этого не способны. Сделайте такие вещи, там, допустим, вы мужчина, боитесь подойти к женщине. Найдите 100 женщин или 10 и подойдите к ним, что-то предложите. Даже если откажут. Или если вы женщина и там, боитесь там, выступать перед кем-то, выйдите на площадь какую-нибудь, попойте песню, покричите, кто здесь фонари поставил. Таким образом сможете преодолеть. Или просто садитесь и каждый день либо быстро дышите, либо смейтесь. Таким образом вот эту мембрану преодолеете. Все об этом я рассказываю в обновленной первой ступени. Что такое мембраны, как мы в них оказываемся, как их преодолевать, что такое слоги Явы, Ивы и так далее. Я желаю вам всім щастя. Чи буде в мене дитина, мені 40 років, а чоловіку 48? Так буде. Мабуть, буде ще й хлопчик, скоріш за все. Я желаю вам счастья, я желаю вам радости, я желаю вам любви. Давайте вспомним, что мы можем найти сами у себя счастливые минуты жизни. Кто, как не мы сами, можем сделать себя счастливыми? Давайте по чуть-чуть будем начинать этот путь. Даже если у меня был очень хороший друг, мы с ним дружили долго. Когда мы познакомились, у него за плечами была очень тяжелая судьба. Нищета, голод, детское заболевание. И он считал... Но одна особенность, которая чрезвычайно нравилась мне в нем, у него были мега счастливые глаза. И он мне все время говорил такие слова. Он говорил: почему ты не хочешь жить? Я говорил: ну я же живу. Он говорит: нет, ты постоянно заполнен чем-то. Ты ли думаешь о том, что будет дальше, либо воспоминания, но ты не хочешь жить. Ты можешь пожить чуть-чуть, посмеяться сидя, обнять кого-нибудь и ощутить это. Ты можешь кушать и ощущать вкус еды. Я говорю: о, кушать я могу ощущать вкус еды. Он говорит: послушай, человек должен жить так, как будто он жизнью опьянен, но не принимая алкоголь. Таким образом ты сможешь прожить как пьяный монах.
Он говорит, я в своей жизни практикую метод пьяного монаха, но я не пью алкоголь, но живу как пьяный монах. Мне все время хорошо, я от всего получаю удовольствие. И вы знаете, этот человек, он действительно был счастливым и действительно был радостным. И счастливым, и радостным. Нельзя сказать, что он был здоровым, просто он мне говорил, что мне незачем жить, но я, как настоящий воин света, все равно эту жизнь проживу от начала и до конца. Такие люди тоже есть. Так, у нас здесь есть еще и Светлана Ярашова. Светлана, и от меня вам тоже подарок будет. Это подарок, первая ступень. Это подарок, который будет называться «От меня вам подарок». Пишу вот сообщение. Здравствуйте, Светлана, от меня вам подарок. Трехдневный семинар целительства. До свидания. Ребята, если у вас есть вопросы, которые связаны с вопросами по здоровью, то вы можете эти вопросы задавать в чате, который называется в Инстаграм, в Телеграме вернее, называется «Тибетская формула». Я каждый день захожу туда в чат и каждый день стараюсь там либо перенаправить куда-то, либо помочь там назначение сделать, либо еще что-то сделать. Но вот так я, к сожалению, не смогу сейчас. У меня там проблема сетчатки или проблема еще чего-то, не смогу ответить. Во-первых, даже если я начну сейчас говорить, вы не сможете запомнить мои рекомендации. Во-вторых, очень часто есть индивидуальные советы, они не общего такого порядка. Ну и это же информационные такие семинары. Они должны быть интересные, потому что все-таки я занимаюсь миссией, и эта миссия сделать так, чтобы изменить в лучшую сторону жизнь людей. Кто же будет изменять жизнь людей к лучшему, если не мы все вместе? Знаете, так вот по чуть-чуть, такими ростками, возможно, мы и посеем то, что называется ростки доброты. Сама идея, она заключается в том, что человек может быть добрым, что быть добрым это не значит быть глупым, что быть богатым это не значит быть негодяем, что много есть таких нюансов, о которых чуть-чуть люди даже не забыли, а чуть-чуть заблудились и как-то где-то находятся и не могут никак сосредоточиться. Нет ничего ни нового, ни старого, жизнь изменяется, изменения эти происходят постоянно, поэтому и мнение, и мировоззрение, оно тоже должно изменяться для того, чтобы делать человека и успешным, и давать ему возможности коммуницировать, и давать возможности реабилитации какой-то в этой жизни, так, чтобы понимать, чтобы не было тупиков, чтобы понимать, что есть куда двигаться, чтобы мотивация для жизни была и так далее. И вот этим мы занимаемся. Сеем добро в этом мире, сеем доброту в этом мире, сеем в мире зла доброту, сеем в мире нелюбви любовь. Делаем все для того, чтобы в этом мире вновь появился добрый Бог, который вновь всех нас начнет обнимать и давать нам возможности ощущать себя счастливыми людьми. С вами был Андрей Делько. Большое спасибо. Подписывайтесь на мой канал. Но если не подпишетесь, тоже ничего страшного. До свидания. Обожаю вас.